Путин прибыл в Китай, где он пробудет с 31 августа по 3 сентября. И он дал интервью китайскому агентству Синьхуа, это вообще крупнейшее агентство в стране, Жеминжибао, Синьхуа и другие чудесные названия. Я думаю, многим надо уже начать их учить. И вот оттуда цитата, касающаяся энергетических вопросов. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки голубого топлива по трубопроводу «Силы Сибири» с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье. Такое Арктика СПГ-2. Ямал-Европа. Ямал-Европа. Ямал-СПГ. Так тихо-тихо прозвучало. Ямал-Европа уже можно громко. Да, это можно... Опускать. Да, нет, там громко и будет эхо. И будет эхо, да. Да. Все услышат. Тут интересно, что во время этого визита, в отличие от многих предыдущих визитов, по поводу которых почему-то все ожидали каких-то невероятных прорывов, состав делегации очень интересный. И знаете, во-первых, на 2 число, на 2 сентября, запланированные трехсторонние переговоры Россия, Китай, Монголия. Мы объясним, почему это всех заинтересовало чуть позже. Но в составе делегации есть такие люди, как Игорь Иванович Сечин, Алексей Борисович Миллер, ну и еще представители ряда таких вот энергетических компаний, включая господина Михельсона. Кстати, я надеюсь, что там нашлось место и для генерального директора Росатома. Высматриваю пока состав делегации официально не назван. У Росатома там нет. Ушаков уже, кстати, перечислял. Да, там есть? Надо посмотреть. Вот я не помню сейчас. Но если коллеги сейчас посмотрят высказывание, пока вот мы дальше рассказываем, коллеги посмотрят высказывание господина Ушакова о составе делегации и нам на ушко шепнут, мы вам скажем, есть ли там господин Лихачев. Да, потому что в Китае пока строится только 4 атомных энергоблока, Росатомом маловато будет. Так вот, прежде чем мы, вот, собственно говоря, к объяснениям этих трехсторонних переговоров пойдем, давайте еще немножечко цитат официальных. И на этот раз с Алексеем Борисовичем Миллером мы процитируем. Поставки газа в Китай за последние 8 месяцев увеличились на 28,3%. Это трубопроводные поставки в Китай, важная оговорка. К тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами и даже больше поставляем газ. Это что вообще означает? Это означает, что по «Силе Сибири» более чем на четверть увеличили поставки газа. Это может прозвучать странно, если вы знаете, что в прошлом году было поставлено 31 миллиард кубических метров, а в этом году планируется поставить 38. А почему такое увеличение на 28%? Наши постоянные зрители, я надеюсь, вы сегодня с нами, в мае прошлого года должны были отметить для себя, что в Китае были введены с опережением графика мощности для приема российского газа в районе Шанхая. А потом в сентябре они были доработаны и потихонечку начали выводиться на плановые показатели, принимать начали газ. Соответственно, первые 8 месяцев, в течение первых 8 месяцев поставлялось меньше газа, чем за следующие 4 месяца года. Поэтому итоговые показатели прироста будут меньше, но... Полгода на полгода, да. Но вот эти 28 с лишних процентов прироста, это, согласитесь, впечатляюще. В этом году планируется поставить 38 миллиардов кубов. Скорее всего, поставят больше. Исходя из тех данных, которые публикует «Газпром», будет где-то 38,5, примерно так. Что, на самом деле, не принципиально в данном случае. И вот тут вот я предлагаю показать интересное видео, пока я буду чуть подробнее говорить. У нас есть видео, оно красивое. И сейчас поясним, что это. Это в городе Свободный, вот только-только открыли Центр культуры и досуга. Амурская область. Амурская область. Если не в курсе, где находится город Свободный. Собственно, в городе Свободный расположился крупнейший в стране газоперерабатывающий завод. Это вдруг к нам только вы присоединились, и у вас есть такое, знаете, желание спросить, а почему у нас не строится переработка? Крупнейший в стране газоперерабатывающий завод был открыт в 2021 году. К нему тихонечко присоседился крупнейший в России газохимический комплекс.
Ну, он сейчас все прирастает, 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 да. Амурский газохимический комплекс В строится. результате в Амурской области мы получим небольшой такой наш Абу-Даби. Вот. И там же была построена электростанция, она и электричество вырабатывает, и дает пар для перерабатывающих мощностей. Ну, там И, водяной пар нужен. и идет разработка нового проекта, в 4 раза более мощная электростанция, предыдущая 150 мегаватт, а новая будет 550, если проект не изменит, конечно. Хотелось бы Все, больше. все там же, Да, да, да. в городе Свободном. А какое это все отношение имеет? А помните про «Силу Сибири», которую мы уже сейчас упомянули? Вот это все составная часть проекта «Силы Сибири». Поэтому, когда вы слышите высказывания каких-нибудь многомудрых экспертов о стоимости километра трубы, когда они берут стоимость проекта вместе с газоперерабатывающим заводом, ну, можете передать привет мой персональный этим большим экспертам. Потому что берется труба плюс месторождение, плюс газоперерабатывающий завод, и говорит, посмотрите, километр трубы вообще золотой. Да, 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 да. Там помимо плюса самого газоперерабатывающего завода 4 квартала жилых, причем благоустроенных со всей, вот, как вы видите, инфраструктурой. Разумеется, там и все, что касается медицины, образования и прочего, 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 все в комплекте. В общем, согласитесь, красиво. Так вот, про финансовые результаты, а то, опять же, я уверен, что многие запомнили отрицательные финансовые результаты «Газпрома», что там какие-то чудовищные убытки. Продолжается многолетнее соревнование «Газпрома» с Кощеем Бессмертным. Да. Похороны продолжаются, а он все восстает и восстает. Да, были убытки. Мы в этой программе вам в том числе говорили о том, что это в основном связано с списанием активов. В этом нет ничего ни смешного, ни хорошего, но... Просто украли, приходится это фиксировать на бумаге. Так вот, в первом полугодии 2025 года тут просто все стали отчитываться о финансах. Ну вот «Газпром» тоже отчитался, так как мы его тут касаемся, ну давайте вам расскажем, что у него с финансовыми. А, Выручка 4 триллиона 990 миллиардов рублей, чистая прибыль 983 миллиарда рублей. Я напомню, был чистый убыток в 1,1 триллиона рублей, которая была связана со списанием... нет, кстати, чистый убыток был меньше, но не суть. Был он связан со списанием этих самых активов. Вот теперь чистую прибыль демонстрирует. Кстати, это за первое полугодие. Это к вопросу, который наверняка уже торопятся задать. Наверное, это потому, что тарифы подняли. Нет, это до того, как подняли тарифы. Тарифы подняли, это плохо. Мы тоже внутренне против, но подняли их с 1 июля, а это уже второе полугодие. Ну, и я позволю себе вклиниться, раз мы сегодня про юго-восточное направление. В центре, в фокусе внимания наших центральных СМИ, разумеется, все, что происходит в Европе, в Соединенных Штатах, в Австралии, в Новой Зеландии, в Папуа-Новой Гвинее, где угодно еще. И совершенно внезапно РИА Новости сообщила, что за первое полугодие 2025 года объем поставок российского газа в Казахстан составил 4,97 миллиарда кубометров. В Казахстан. Это не транзит в Узбекистан. Я подумал, что, наверное, это какая-то сенсация, и пошел на сайт «Казахгаз». Государственная компания Казахстана, которая отвечает за поставки газа. В отчете за 2024 год написано: заключены 2 контракта на поставку российского газа в Казахстан по протоколу правительства Российской Республики Казахстан и ПАО «Газпром» от 31.03.23 и дополнительных соглашений к нему. Первый квартал 2024 года поставки только начались, в октябре 2023-го. 500 миллиарда кубометров, второе полугодие 4,121. Итого за год 6,6 миллиарда кубометров. В этом году ожидается 8. Это не касается транзита в Узбекистан. Кому это надо? У нас даже в энергетической стратегии до 50-го года это вся ерунда вроде Центральной Азии. Это жгучая ирония. Если вдруг вы нас смотрите из Центральной Азии, мы с глубоким уважением. Это жгучая ирония к энергетической стратегии. Вот эта вся ерунда не отмечена. Потому что стратегию разрабатывали мастера. Ну и на всякий случай, раз мы говорим про «Газпром», его прибыль зависит, и налоги наши тоже зависят от того, что добыто, а потом уже экспортная пошлина. Ожидалось в 2024 году было подписано соглашение, в 2023 году было подписано соглашение о поставках газа в Узбекистан на 3 года 3,8 миллиарда кубометров газа в год.
В отчетах «Газпрома» найти было тяжело, в отчетах «Узбекгаза» тоже было найти тяжело. «Казахгаз», который получает деньги за транзит, поэтому он все знает. В прошлом году 5,8 миллиардов кубометров. В этом году ожидается 6 миллиардов кубометров. Узбекистан по договору о 2,8. И в 26 году «Казахгаз» будет готов транспортировать 11 миллиардов кубометров газа в Узбекистан. Это о том, как падает добыча «Газпрома». То есть, если все пройдет планово, в следующем году поставки в Республике Центральной Азии с учетом Киргизии составят 20 миллиардов кубометров. Для сравнения, в Польшу мы поставляли примерно 10. Для сравнения, сахалинский маршрут – это 10 миллиардов. Стоп. Мы не будем забегать. Ну вот зачем? Мы с Европой. Польша, например, 10 миллиардов. Две Польши фактически у нас в Центральной Азии. В хорошем смысле этого слова, конечно. В хорошем смысле слова Польша. В Англии, где все время тучи. Конечно, делить Польшу на... Так. Не будем. В Англии, где все время тучи, пишут нам. Солнечные батареи, наверное, неэффективны. Ну, там, во-первых, не везде тучи. Во-вторых, они в основном делают упор на ветроэнергетику. Но неважно. Давайте мы вернемся к газу. Поинтересуйтесь на досуге, какие там тарифы на электроэнергию. Вы поймете, для кого эффективно. Очень эффективно все будет. Да, если вы для столько кого будете платить. А для кого так себе. В СМИ я вообще был несколько шокирован. Да, вот постоянный читатель моего телеграм-канала «Нефтегазовая игра» в курсе, но я читаю. Мне, значит, предлагают выборку новостей. Я читаю заголовок. Reuters. КНР планирует нарастить прокачку газа по силе Сибири до 6 миллиардов кубических метров. Во-первых, думаю, как так? Reuters? А это что-то хорошее ведь. А почему они хорошее пишут? Полез в оригинал. Думаю, все... Аж от сердца отлегло. Все нормально, все как всегда. Китай стремится закупать больше российского газа по существующему трубопроводу «Силы Сибири». Поскольку переговоры между двумя странами не привели к прогрессу в вопросе строительства второго трубопровода «Силы Сибири-2», что препятствует стремлению Москвы найти новые рынки сбыта. Сейчас. Мы же не дочитаем. Тут «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация ведут переговоры об увеличении поставок по трубопроводу «Силы Сибири-1» на 6 миллиардов кубометров в год, начиная с 1931 года, сообщил отраслевой источник в Пекине. То есть, смотрите, вот если вы следите за руками, если вы 6 миллиардов кубических метров прокачиваете по «Силе Сибири», это не считается. А вот если вы рядом построили газопровод и по нему прокачиваете те же самые 6 миллиардов кубических метров тому же покупателю, это считается. И у меня поправка. Коллеги, некоторые из вас ведь, может, даже смотрят. Это один из авторов вот этой чудесной статьи. Во-первых, почему вторая труба? Это же некорректно. Второй трубой будет дальневосточный маршрут 10 миллиардов кубических метров, который будет сахалинский газ поставлять в Китай. Он даже хронологически будет вторым. А это третья труба, да, это «Силы Сибири-2», но труба третья, понимаете, ничего ты с этим не сделаешь. Давайте карту посмотрим, вспомним, о чем говорим, и Монголию приплетем к нашему разговору и объясним, почему 2 сентября и все эти слухи, какие-то отраслевые источники начали что-то такое нам рассказывать. Давайте карту газопроводов наших глянем. Глянем ли мы? Да, мы глянем. Наша любимая карта с сайта «Газпрома», не мы нарисовали, это официальное то, что рисует у себя «Газпром». На что обратить внимание? Смотрите, в Монголию через Монголию планируется строить «Силу Сибири-2». Там планируется строить газопровод, который называется «Союз-Восток». Это на всякий случай, чтобы не путаться в названиях. Для нас это «Сила Сибири-2». Монголия считает, что это союз. А на территории Китая будет строиться их труба. И неожиданная беседа сразу 3 сторон, и еще в делегации Алексей Борисович Миллер, заставила людей задуматься. Может быть, «Силы Сибири-2» все-таки существуют? Но нет, успокаивает нас Reuters. Полная ерунда. Увеличит... Они разговаривают о солнечных электростанциях. Все правильно. Нет. Еще не написали. Мы в данном случае не утверждаем, что по «Силе Сибири-2» будет какой-то невероятный прогресс. Просто мы объясняем, почему все так взбудоражились. Потому что, до этого представители хозяйствующих субъектов на такие
на такие мероприятия не ездили. А «Газпром», ну, это хозяйствующий субъект, глава которого может подписывать какие-то обязующие документы. То есть главы государств не подписывают контракты на поставку газа. Может, это кого-то шокирует, но ни Владимир Владимирович Путин, ни Си Цзиньпинь не могут подписать контракт на покупку газа, потому что один не продает, второй не покупает. Вы знаете, разграничение полномочий есть такая штука. Про 6 миллиардов, я сейчас пару слов про 6 миллиардов скажу. А я сейчас про то, чем доволен. Вот когда вот так карту России показывают, где никакой Европы нет, так приятно, так хорошо, здесь так спокойно. Так вот, про 6 миллиардов. Наверное, не все знают, а многие, кто знает, уже, может быть, даже и не помнят, но дело в том, что по силе Сибири есть договоренность не просто о выходе на поставки 38 миллиардов кубических метров газа в год, ну, собственно говоря, который вот Проектная уже... мощность. Да, это вот уже реализовано. Но есть дополнительная договоренность о возможности увеличения прокачки газа по силе Сибири до 60 миллиардов кубических метров, если у покупателя возникнет такая потребность. То есть могут ли они договориться о поставках дополнительных 6 миллиардов по силе Сибири? Да, это предусмотрено заключенным в 2014 году контрактом. А это информация, которая публичилась. Дорогие друзья, так что это не то, что не новость, это, ну, нет, ну, как бы это формально, это новость, потому что, ну, вот, какие-то сроки, какие-то объемы. Но это то, к чему надо быть, в принципе, готовым, если только ты не жестко уверен, что вообще российский газ Китаю не нужен. Да Китай уже отказался. Кстати, те же самые Рейтерс, я помню, у них какие-то люди под столом сидели год назад, ну, видимо, по контексту так получалось, у Владимира Владимировича и Си Цзиньпиня. Вот они сидели под столом и подслушивали, потом вышли, все, не будет никаких дополнительных, не нужен Китаю российский газ. Забудьте. Легко. Я вот пытаюсь представить себе размер стола, который в городе Анкоридж были на двусторонней встрече Владимира Владимировича и Дональда Трампа. Судя по тому, сколько источников, там стол был площадью, ну, наверное, метров 150 квадратных. И под ним сидело человек 200 очень, очень надежных источников. Все слушали, все видели, записали. Как складывается цена на газ для Китая? Рыночные цены? Или они назначают нам цену? Как вы себе представляете, назначают там цену? Нет, я понимаю, почему у вас такой вопрос. Потому что у меня периодически спрашивают, обзывают, а мы же Китаю вообще за $120 продаем. Да просто за 20, иногда доплачиваю. Да-да-да, заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну возьмите. Смотрите, складывается следующим образом. Есть контракт, согласно которому по открытой информации цена газа зависит от классической корзины нефтепродуктов. То есть есть контракты газовые с нефтяной привязкой, когда цена газа формируется исходя из биржевых котировок нефтепродуктов и нефти. Вы прописываете формулу цены, которая меняется раз в квартал. Но учитываете вы не текущие котировки, а котировки с определенным шагом. Так, например, были ли поставки по $120? Да, были в первом квартале 2021 года. Почему? Потому что во втором квартале 2020 года, от котировок которого и зависели цены в первом квартале 2021. То есть лаг полгода. Да, 9 месяцев. 9 Да. месяцев. Вот. А во втором квартале 2020 года были исключительно низкие цены на нефть и нефтепродукты. Но я думаю, некоторые могут вспомнить, как там, ковидный кризис. И поэтому эти котировки меняются. Когда у нас говорят, что, вы знаете, Минэкономразвития рассказали о скидках для Китая на газ, то эти люди, которые так говорят, они, ну, давайте так мягко скажем, они не совсем правильно формируют представление общественное о происходящем, потому что это не скидка. Для Европы газ поставляется с учетом биржевых котировок в Европе. Две разных системы ценообразования, абсолютно разных. Европа ушла от нефтяной корзины. Ей хорошо вот с этой котировкой TTF, вот им весело. А Китай консервативен. Зачем нам ломать голову, изображать какие-то непонятные изобретения? Вот как в 60-е годы создавалась система международной торговли трубопроводным газом, так и сохраняем ее.